Уважаемая Натали, мне поступил комментарий, что людям интересно узнать о жизни на Северном Кипре от тех, кто живет здесь уже долгое время. У меня была давно такая идея снять это видео, но этот комментарий прибавил мне мотивации. Я собрала людей из разных стран и задавала им вопросы. Вопросы заранее я никому не давала, чтобы все было максимально естественно и честно. Я думаю, всем это будет интересно. Давайте посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять. Это... Меня зовут Вида, я из Прибалтики, из Литвы. На Северном Кипре я приобрела недвижимость 2 года назад, в 2019 году. Здравствуйте, меня зовут Елена, мне 34 года, я родом из Украины. На Кипре живу уже 3 года. Меня зовут Ильяс, 41 год, я из Киргизии. 5 лет уже живу. Здравствуйте, меня зовут Дарья. Мне 33 года, родом я с северного Казахстана, поселок Боровой. Это моя мама, ей 66 лет, ее зовут Ольга. Переехали мы сюда 5 лет назад. Олег, 40 лет, Россия. Сколько лет живете на Северном Кипре? 6. Я с Харькова, с Украины, мне 65 лет. Зовут меня Александр. На Северном Кипре я живу 5 лет. Здравствуйте, я Гаголь, я из Туркменистана. Мне 28 лет, и у меня 3 детей. Двойняшки, Керем, Кенан и старший Мустафа. На Северном Кипре мы живем с 17 года, ну уже почти 4 года. My name's Graham Blackman. I'm 70 years old and I was born in England, in London. I bought the apartment 2010, 11 years ago. We've come and go 2 or 3 times a year. Then I retired, lived here for 2 years, and now we come 2-3 times a year for 3 months at a time. Меня зовут Мехти, мне 34 года, я из Баку, Азербайджан. Сколько лет живете на Северном Кипре? 2 года. Меня зовут Виктория, мне 28 лет, родом с Казахстана, но я с Бельгии. Первый раз я сюда приехала в августе 2020 года и на немножко опять уехала, и в итоге в конце октября обратно вернулась. То бишь сейчас где-то 4 месяца живу. Почему вы решили переехать из своей страны? Я не отказываюсь совсем от своей страны, просто я решила жить на 2 страны. Потому что здесь все мечты можно воплотить. Мне здесь очень нравится, во-первых, море. Оно теплое, потому что у нас в Литве море холодное. В теплые месяца лета бывает 18 градусов, так как здесь зимой море бывает 18 градусов. И очень нравится то, что солнца очень много. Это очень большой позитив, люди позитивные, потому что очень много солнца. И очень прекрасная, качественная еда. Здесь пока сельское хозяйство очень натуральное, морепродукты прямо из моря. И действительно, если человек здесь хотя бы месяц будет, он будет чувствовать на своем организме, что такое есть натуральную пищу. Конечно, очень важно и то, тем людям, которые любят путешествовать, что здесь очень интересные исторические памятники. Некоторые из них были построены даже до нашей эры. Так что есть что делать, есть чем заняться, можно изучать историю. И так как Северный Кипр не был очень популярным для туризма, так это новые места для тех, кто любит путешествовать. И очень доброжелательные люди. На Кипре очень хороший уровень жизни. Здесь спокойно, здесь легко, здесь нету криминала. И у людей другие ценности. То есть я сама из большого города, я сама родом из Киева, и там жизнь бежит, и люди стремятся к чему-то, наверное, не всему тому, что я разделяю. А здесь просто люди наслаждаются жизнью, и на Кипре это возможно. Переехать решил, потому что здесь климат лучше. Климат лучше, люди добрые, нету агрессии, хамства, злости.
как в Киргизии, там, допустим, даже если в магазин идешь или куда-то там дорогу переходишь, медленно прошел, так все. Ну, люди злые, а здесь все чуть по-другому. В молодости я занимался велоспортом, и на Кипр на сборы на спортивные могли приехать только избранные, только 1-2 команды из всей страны. Я всегда мечтал посмотреть на это место. Вот возможность появилась и решил приехать. А почему я решила сюда приехать? У меня была всегда мечта именно жить на острове, около моря и в тепле. Так как в Бельгии не тепло, это как раз вот Кипр самое идеальное для меня. Ну, я на пенсию пошел, и когда я сюда приехал на экскурсию, мне понравился климат. Здесь очень много солнца, моря, и люди очень добродушные, которые живут здесь. Муж прилетел на недельку к сестре и встретил друга. Он рассказал о своих планах и включил нас в свои планы, и мы так оказались здесь. Мы открыли бар, и так пошла наша история на Кипре. I looked over the other side of Lapta, Gurney, came here and just like Caesars. Very good. Хотел просто что-то поменять в жизни. Убежать от проблем некоторых. И так просто спонтанно решил переехать. Переехали так, как мне предложили здесь работу, поэтому я, собственно говоря, и узнала об этом месте. Мой друг, с которым я училась в университете, они начали подыскивать жилье для своей мамы, у которой были проблемы со здоровьем, им нужно было перевезти. Когда они приехали рассматривать Северный Кипр, им очень понравилось, и они купили жилье не только для своей мамы, но и для себя, и пригласили меня просто погостить, скажем так, на каникулы. Вот. Я приехала на каникулы на 10 дней, а через месяц я уже прилетела с чемоданами. Любого человека, который тут спросишь, как ты узнал Северный Кипр, все говорят, что совершенно случайно. Также и я совершенно случайно. I just went on the internet looking for somewhere to buy and just came over for a week and decided to buy here. Абсолютно случайно, если честно. Я просто искала инвестиционные возможности, и так как тут цены на недвижимость очень низкие, вот так я, в принципе, и пришла к Северному Кипру. Северный Кипр – это замечательное место для жизни. Это солнечный остров, это хорошая погода, здесь нет зимы. Для меня это важно. Я человек, который не любит зиму, холод. Я могу не выходить из дома, если нет надобности. А здесь зима – это в худшем случае дождик и ветерок. То есть у вас получается, что все 12 месяцев вы можете использовать, делать все, что вы хотите. И, например, летом, если вы катаетесь на вейкборде, там, предположим, если вы активный человек, там, или купаетесь в бассейне, а зимой вы абсолютно спокойно можете, например, кататься на виндсерфинге, на кайтсерфинге, на парусных лодках. Если же вы спокойный человек, вам не нужны какие-то водные виды спорта, вы можете гулять по набережной, вы можете плавать в бассейнах с подогревом. Ну и, в принципе, вам не надо носить шубу или теплую куртку с шапками. Северный Кипр – это спокойствие. Это рай на земле. Это тепло, это солнце, это потрясающее море. Цвет моря просто это не описать. Это очень вкусные фрукты и овощи. И вообще это наслаждение жизнью. Мне кажется, это курорт. North Cyprus is a very nice place, quiet, not many problems, trouble-free, people are friendly, weather's nice. Северный Кипр – это рай для детей. Рай для детей, да. Здесь очень хорошо воспитывать детей. Чистая экология, воздух, нет никаких вредных предприятий, заводов, море рядом. И климат, конечно, очень хороший. И нашему ребенку здесь очень хорошо в плане развития. Это рай. Северный Кипр – это рай. Какие языки вы знаете? Возможно ли здесь жить без знания английского или турецкого языка? Конечно. Ну я тут живу. У меня английский, я сюда приехал, знал 3 слова. Yes, no, maybe. Все.
знание языка дополнительного – это плюс, но не есть необходимостью. И за счет того, что очень много русского населения, достаточно легко получить, скажем так, ощущение того, что вы нашли второй дом, чего нету в других странах, скажем так. Когда, если вы приедете жить в Европу, вы всегда будете иностранцем, как говорится. Возможно, но очень сложно. Турецкий и английский важны тут. Я говорю свободно на русском, знаю свой родной азербайджанский, ну и английский, турецкий тоже. Я знаю 4 языка: русский, английский, французский и нидерландский. Без английского или турецкого, я бы сказала, сложновато, потому что тут есть районы, где очень много русских, то бишь, вот, например, тут в Искеле, в Цезарь-резорте, конечно, справитесь, но если выезжать уже в города или в деревни особенно, то турецкий, конечно, понадобится. Я живу в таком комплексе, где преобладают русскоговорящие, поэтому мне сложности никакой нету. Но, к сожалению, турецкий я пока не знаю, но, может быть, мне удастся хоть немножко его научить. А я здесь легко общаюсь на русском и английском языках. Даже те люди, которые не имеют возможности говорить на другом языке, кроме русского, ну и, конечно, своего языка, они здесь будут прекрасно себя чувствовать, потому что на русском языке можно почти везде договориться. А люди настолько доброжелательные, что они стараются помочь, если даже не получается с первого раза. Если английский не знаешь, сложнее, как я вижу на примерах, но все равно, да, очень много людей, которые живут и не зная ни турецкий, ни английский. Все зависит от сферы занятости. Моя сфера занятости требует от меня знания и турецкого, и английского языков. Да, вполне возможно. Я языков не знаю, только разговариваю на русском языке. 20 слов владею турецким, 20 слов английским, и еще там слов 10 я на иранском выучил, на фарси. С кем я работаю, те слова я запоминаю. Остальных слов я не знаю. Но для общения повседневного мне хватает. Вы живете в квартире, которую купили? Да, я живу в квартире, которую купила, которую сама выбрала. Мне было очень важно, чтобы был вид на море, и я сейчас воплотила свою мечту. Я живу в квартире с видом на море. Я на данный момент живу в квартире, которая арендуется, а моя еще строится. Мы купили, но пока ждем. Она на строительном этапе. В данный момент мы живем в квартире, которую сняли. Которую купили, она еще строится, так как мы пошли взять проект. Мы хотим заехать в абсолютно новую, именно в нашу квартиру. Да, я купил квартиру, но я купил ее 2 года назад только. В стадии строительства я ее покупал на этапе, ну, грубо говоря, котлована. Когда котлована, наверное, не было, там фундамент заливали. Вот я ее вот на этом этапе купил в рассрочку. Моя квартира еще строится, поэтому я арендую сейчас. Что именно на Северном Кипре повлияло на ваше решение переехать сюда? Ну, как бы, я же не хочу сказать, что я переехал сюда. Я здесь просто живу, не знаю сколько тут позволит мне это самое, там свыше, сколько я буду. Я хотел бы, конечно, остаться тут и держаться побольше. Откровенно сказать, решение я принял после того, как переехал сюда. Остаться тут, жить здесь. В 1986 году здесь отдыхал мой отец, и он мне много рассказывал о том, что здесь очень хорошо, хотя я не знаю, в 1986 году, что здесь было хорошего, конечно. К моему решению еще имела немаловажную роль, что здесь гораздо дешевле недвижимость. Купить недвижимость в других странах возле такого теплого моря, Средиземного моря, это гораздо дороже, нежели купить на Северном Кипре. Тем более, что здесь это все новое. Мы покупаем за гораздо ниже цену совсем нового построя. В тот момент, когда я сюда прилетел, это была одна из немногих стран, которая позволяла 3 месяца без визы, без всяких там документов находиться на этом острове. И потом не нужно было, как в основном в других странах, на тот же самый срок покидать остров. Важный фактор это был климат. Так как я вообще как бы люблю тепло и очень не люблю дожди. У нас в Бельгии постоянно дожди, и
Я думаю, это был самый первый фактор, чтобы сюда переехать. Простота. Я забыла, что такое каблуки, что такое косметика. Ты одеваешь одежду, которая тебе комфортна, ты идешь куда угодно, и ты чувствуешь себя комфортно. Тот факт, что Северный Кипр непризнанное государство, как-то влияет на жизнь здесь? В моем случае нет. В моем случае не влияет. По моему мнению, нет. У многих людей из-за этого сомнения, чтобы тут жить или тут что-то покупать. На самом деле я как бы разницу сильно не чувствую, и наоборот, как бы тут очень спокойно, очень безопасно, поэтому для меня нет. Тот факт, что Северный Кипр пока что не признан мировым сообществом, на мою жизнь никак не влияет. Это, наоборот, для многих даже позитив. Почему? Потому что Северный Кипр вообще не спрашивает, когда вы приходите в банк с миллионами своих денег или когда покупаете виллу. Здесь никто не спросит, а где вы их заработали, а кто вам их подарил, а заплатили вы с них налоги. Никого не волнует, купил себе дом, а почему дом? Два дома купил, и все. И никто даже во всем мире не знает, что у тебя 2 виллы. Хорошо-то как, жалко, у меня нет денег на дом. Не чувствуют. Единственное, может, прямых рейсов нет. Doesn't affect it in. На примере нас мы не чувствуем. Да нет, не влияет. Ну, меня все устраивает. Продукты в магазинах по доступные цены, качество очень хорошее продуктов. Ну, меня все устраивает, просто претензий никаких нету, что признано, не признано. А чем он влияет? Я себе спокойно живу, у меня есть рабочая виза, я плачу налоги, у меня есть счет в банке, я зарабатываю деньги, я путешествую, и ничем это мне не вообще ровным счетом как бы никакой разницы. На жизнь, конечно, не влияет, совершенно не влияет, но, наверное, я не права, влияет. Это все подешевле. Потому что если мы сравнили бы европейскую часть Кипра, которая южная, там цены гораздо дороже. И иногда люди смеются так между собой, что говорит, очень хорошо, пока не признаны. Потому что как только это все будет признано, так цены поднимутся и будет так, как и во всем мире. Сколько денег минимум у вас уходит на месяц жизни здесь? И на сколько человек? Ну, я одна тут. Сколько денег уходит? Если жить скромно, то, ну, я думаю, где-то 400-500 долларов хватит. Но те, кто привыкли как бы жить роскошно, ну, скажем, 1000. Откровенно сказать, на человека приблизительно в среднем нормально, чтобы жить 4-5 тысяч теля. А в долларах? Доллара, грубо говоря, $500. В общем, грубо говоря, нас сейчас 6 человек. Даже тяжело представить, наверное. Ну, $1000. Я могу только сказать про себя. У меня в месяц уходит $100 на пропитание. Ну, у нас 5 человек. Мы 2 работаем с мужем. Если хорошо, нормально жить, у нас где-то 5-6 тысяч уходит. Лир. Лир, да. The two of us, I would say £700. Ну, с учетом съема жилья, в среднем где-то $1000. Допустим, моя семья – это я, мама и 9-летний сын. Пока что я живу один. И на еду у меня уходит, ну, в месяц, если говорить вам в рублях или в долларах, в рублях мне уходит в месяц, ну, около где-то 7-8 тысяч. И это я себе ничего не оказываю. Клубничку кушаю, гранатки кушаю, там все, что надо, все кушаю. Здесь не настолько дорогие цены, прям вообще
Смотря, конечно, чем сравнивать. На этот вопрос нельзя ответить конкретно, потому что у каждого есть свои потребности. Здесь достаточно высокая минимальная заработная плата, и здесь не такие большие расходы по факту. И вам может вполне достаточно хватать денег, которые вы зарабатываете на еду, на жилье, на одеться, на погулять и тому подобное. Но если у вас запросы чуть больше, это зависит только от вас. Это мне сложно ответить на этот вопрос, но я думаю, что с европейской пенсией здесь можно жить и даже не отказывать себе посещать рестораны. Какие минусы жизни на Северном Кипре? Таких, чтобы вот из-за этого минуса не приехать сюда. Таких минусов нет. Как бы страна, она еще в процветании, то тут некоторых вещей просто, еще нету. Например, там в Европе у нас есть более квалитативные крема, одежды, такие вещи. Первый раз, когда я приехала, это мне показалось, что очень не хватает. Выбора тут меньше, но в итоге, я думаю, через пару лет это и сюда придет тоже. Только скучаешь по родным, а так, мне кажется, минусов и нету. Снега нету. Вот у детей один минус, они очень сильно снег хотят. Есть, да, минусы в плане культурного разнообразия. У них здесь слабовато развит именно общественный транспорт. Часто преобладают трудности с госучреждениями. У них система слегка слабенькая. Грязные пляжи бывают, особенно если какие-то дикие пляжи подальше от людей. Для тебя есть какие-нибудь минусы? Ой, для меня нет. Я уже пенсионерка, меня так все устраивает. Вот, это ребенок, я знаю, под присмотром в школу они ездят с сопровождающими, также их привозят со школы. Вот, сервис у них бесплатно, учебники в школе, тетради, все им дают бесплатно. Поэтому вот отношения я вообще спокойна, и нету вот какой-то там расовой ненависти ни у кого нет. Все вот живут, украинцы, казахи, молдаване, русские, турки, все живут очень мирно, никогда никаких скандалов, ничего нет. Вот это мне очень даже это нравится. Это то, что все происходит медленно. Если договоришься что-то сделать в квартире, так это ждать надо будет ни день, ни два. Это не ясно, что... Не важно, что договорились, не значит, что это так и осуществится. Вы знаете, то, что это остров, это плюс и минус. Плюс, потому что здесь все спокойнее. И это же и минус, потому что вы находитесь в закрытом пространстве. И единственный способ, как отсюда выбраться, это самолет, либо теплоход. Вот. И это немножко ограничивает вас. Как думаете, кому больше подходит Северный Кипр для жизни? Кому стоит переезжать сюда? Мне кажется, тем людям, у кого есть дети, и кто хочет, чтобы их дети выросли здоровыми и развитыми людьми, мне кажется, это идеальное место для того, чтобы воспитывать здоровое, хорошее поколение. Я так считаю, что сюда переезжать могут все, конечно, но когда пошел на пенсию, именно то место вот для меня, где я хотел бы жить. Семьям тут очень хорошо, с маленькими детьми тут очень прекрасно, что школы хорошие, что вообще образ жизни, тут дети живут на улице, тут они не сидят за компьютером целыми днями, в игры играют, они тут реально играют на солнце, на улице, общаются, и для пожилых людей, я думаю, тут очень хорошо. Я считаю, что Северный Кипр, во-первых, идеален для людей постарше, потому что здесь можно уже спокойно наслаждаться жизнью, не спеша, ходить, гулять, рыбалкой заниматься, там, чем-то таким, вот, что уже более присущно более взрослому населению. Здесь идеальный климат для того, чтобы жить, например, вот у людей, у кого астма, проблемы с сердцем, артриты, артрозы, то есть у кого есть проблемы со здоровьем, здесь очень хороший климат. Молодые пары приезжают, потому что здесь, на этом острове, они видят много перспектив, много возможностей по работе.
Больше всего подходит людям, семьям, которые растят маленьких детей. Это супер для маленьких детей, это рай, они здесь не будут болеть, они будут расти здоровыми, питаться хорошей пищей, это для них супер. Зато я вижу очень много молодых мам с маленькими детьми. И, конечно, для тех людей, которые уже не работают, которые уже заработали в своей жизни и может себе позволить жить очень интересно. Для них это тоже рай. Я думаю, для семей с детьми и для более зрелых старых людей. Чем вы здесь занимаетесь? Смогли найти работу? Ну да, я работаю, где я живу. Я занимаюсь в онлайн, поэтому тут с работой, ну, на данный момент, конечно, с пандемией это совсем другая ситуация. Тут с работой посложнее, и просто мне, как европейцу, минимальная зарплата тут очень-очень низкая, поэтому, конечно, ну, я для себя выбрала, что лучший способ для меня это просто работать в онлайн. Я работаю в строительной компании. Работу здесь найти, если у вас есть желание, вы работу найдете везде. А на Кипре это достаточно непроблематично найти работу. Причем, что в любой сфере, здесь даже студенты абсолютно спокойно работают и зарабатывают деньги. Я работаю сантехником. Зарплата у меня 600 фунтов в месяц. Меня это устраивает. Конечно, я работу здесь нашел через 2 дня, как только поставил себе такую цель. Первый месяц я валял дурака, отдыхал, море, пальмы, бассейн и все остальное. Через месяц мне это надоело, я пришел в офис, и мне дали работу. Здесь проявляется, когда я приехал сюда, тут проявляются просто другие какие-то интересы. Я в основном путешествую, помогаю своим, у меня здесь дочь и сын работают, я им, в принципе, помогаю как водитель. Отвезу, привезу. Без машины на Северном Кипре, я хочу сказать, что вообще невыносимо. Так как я переехала сюда из-за работы изначально, то да, конечно, я работаю и в данный момент, и мне очень нравится работать здесь. Я работаю в сфере казино, и в данный момент меня все устраивает. Now I'm retired, so I never look for work. I've come here to relax and enjoy life, which I'm doing. Нет, я уже не работаю. Я живу для своего удовольствия. Я уже отработала в своей жизни. Сейчас я думаю, что я заслужила жить на Северном Кипре. Мысли о переезде не посещают пока. Пока думаю жить тут. Вообще я лягушка-путешественница, поэтому на какое-то время я тут останусь. Это я как бы уже для себя решила, потому что мне тут очень нравится. И ну, сказать, что я тут навсегда останусь, нет, потому что я просто не такой человек. Жизнь непредсказуемая штука, пока что покидать Кипр не планирую. Мне здесь нравится. Пока вот дети учебу не закончат, я даже и не думаю никуда переезжать. А обучение здесь бесплатное. Автобус приезжает, забирает детей, привозит, увозит детей. Вот поборов там в школе нету, как у нас там на покраску класса, там на занавески, на подарок учительницы, там еще на конфеты. Ну, в общем, вот такого вот крохоборства нету. Дети пошли, отучились спокойно приехали, все бесплатно. Единственное, только покупаешь школьную форму и книги на английском языке. А турецкие книги, они все бесплатные. Там книги, тетрадки, они как-то совмещены 2 в 1. Вот в плане вот в этом мне нравится вот эта страна, что дает возможность детям бесплатно учиться. Пока не планирую. Меня не посещают мысли о том, чтобы переехать. Я хотел бы здесь купить бы себе земли. Всю жизнь прожил в квартире, даже если она 3-комнатная. Это все равно стены и все. Я люблю огород. Мне нужно, чтобы была земля, чтобы было посажены деревья. Я хочу купить землю. К счастью, здесь это возможно. Адвокаты есть, можно проверить титул земли, это безопасно. И то, что
территория не признана, это тоже не влияет. Я планирую иногда возвращаться в Литву, в свою страну, потому что там моя семья, мои внуки. Но я больше хотела, чтобы они чаще сюда приезжали. Я буду здесь стараться как больше удержаться. Все может поменяться. Это все от того, какая тут будет дальше политика. Никто ничего не знает. Сколько мне будет комфортно здесь, вот как сейчас, сколько я буду здесь находиться. Пожелания для тех, кто сомневается, думает, стоит ли сюда переезжать? Хороший вопрос. Я бы сказала, что определитесь для себя вообще, какая у вас мечта, что вас действительно делает счастливым человеком. И могу сказать, что тут действительно Кипр помогает тебе быть очень счастливым человеком. Тут просто какая-то другая энергия, не знаю, как это описать, но тут есть стимул и заниматься здоровьем, и идеи какие-то новые приходят, поэтому если вам именно интересна как бы жизнь, ну, чтобы вообще ваша жизнь в какую-то хорошую сторону менялась, то я бы очень рекомендовала бы Кипр. Одно дело смотреть красивые ролики в YouTube, где показывают, хвалят. А другое дело вот эту энергию этого острова прочувствовать, здесь пожить. Можно приехать, арендовать квартиру на долгосрок, пожить здесь зиму. Вот, например, вот сейчас у нас зима. Приезжайте попробовать, посмотрите, и это поможет вам принять решение, потому что не попробовав, никогда не узнаешь. Ну, каждый сам для себя решает, что он хочет в этой жизни. Самое лучшее пожелание – это приехать и протестировать, как вы себя будете чувствовать здесь. Сколько моих знакомых приезжали, никто не сказал, что им не понравилось. Всем обычно нравится. А решиться что-то покупать или жить здесь, это уже, конечно, каждый лично решает, потому что это отражается на его финансах. Но жить здесь всем нравится. Если есть какие-то сомнения, возможно, стоит рассмотреть еще другие варианты. Но я говорю, то, что мы переехали, нам повернулось в лучшую сторону. В итоге нам здесь понравилось, и мы решили здесь остаться. А пожелания для тех, кто только думает, возможно, стоит попробовать. Возможность есть приехать тут и посмотреть. Да. Это все делается за счет, и квартиру предоставляют бесплатно. Вот для тех, кто приезжает именно с знакомством. Со знакомительным туром. Да, предоставляют бесплатно квартиру и показывают здесь красивые места, и где можно приобрести жилье и по какой цене. Ознакомительный тур, и поэтому каждый может приехать, попробовать, пожить, посмотреть. Вот, собственно, все, что думают люди о Северном Кипре, которые переехали жить сюда. Среди этих ответов правильного нет, потому что это мнение каждого человека об их жизни здесь. И давайте будем тактичными и считаться с этим мнением. На Северном Кипре цены повышаются каждый год на 10-15%. Вы это сами можете посмотреть по статистике. Наш район Искеле был признан лучшим местом для покупки недвижимости у моря. Я это говорила уже в одном из своих видео. Хорошее, спокойное место. Вот смотрите, где я нахожусь, здесь вокруг поля. Представьте, какой здесь сейчас запах. И вот с той стороны горы, очень красивый вид. Ну что ж, это видео было большое. Спасибо всем, кто досмотрел его до конца. Надеюсь, вам понравилось. Чтобы я это понимала, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Чем дальше, тем интереснее.